Добрый день, друзья! С вами Игорь или Blind Adventurer, и сегодня я хочу поговорить с вами о таком интересном и необычном продукте, который называется Mars Vision. Это очень своеобразная программа, которая позволяет тотально слепым людям взаимодействовать с различными приложениями и видеоиграми. Как взаимодействовать, объясню немножко позже. Сейчас давайте углубимся немножечко в саму проблематику доступности в видеоиграх. Собственно, в большинстве современных, да и не только современных, более старых видеоигр присутствует, в общем-то, раздел специальных возможностей или accessibility на английском, но в данном разделе в основном помещены различные улучшения и упрощения, связанные с визуальной доступностью этих самых видеоигр, такие как фон субтитров, размер субтитров, всевозможные фильтры для людей, страдающих дальтонизмом и тому подобное. И очень мало в каких играх уделяется внимание элементам доступности, которые могут помочь тотально незрячим людям также углубляться в мир видеоигр и в полной мере познавать различные виртуальные вселенные. Но в целом все изменилось в лучшую сторону в 2020 году. Начало все меняться в 2019 году, когда приняли закон о доступности различного контента, и в различные видеоигры начали внедрять возможность text-to-speech для, например, общения в чатах, всевозможных проектах. Но самый большой шаг совершился в 2020 году, в июне, когда компания Naughty Dog выпустила свою игру Last of Us 2 для PlayStation 4. В этот проект они внедрили больше 60 различных специальных возможностей, которые адаптируют данный проект и для незрячих, и для слабослышащих людей, и для людей с нарушениями моторики и тому подобное. После выхода данного проекта другие разработчики тоже начали потихонечку обращать внимание на различные ниши людей с ограниченными возможностями, которые тоже хотят погружаться в всевозможные видеоигры и свободно их проходить. Но вернемся к программе Mars Vision. Эта программа позволяет тотально незрячим людям взаимодействовать с нечитаемыми элементами в меню различных видеоигр. И не только видеоигр, а вообще в меню различных приложений. Как же началось мое сотрудничество с командой разработчиков Mars Vision? Это произошло на одном из моих стримах, на одном из моих стримов. Мне написал Алексей, представитель команды, рассказал мне кратко, что хотят в итоге совершить разработчики, что хотят создать оптическое распознавание, используя нейросети, которые позволят более детально и более точно распознавать всевозможные элементы в видеоиграх. Будь то элементы меню, будь то элементы интерфейса, то есть все возможные данные. Естественно, эта мысль мне очень понравилась, мы активно начали общаться, мне начали разработчики присылать дистрибутивы на тест, не только мне, еще некоторым незрячим геймерам. Мы начали это все тестировать потихоньку, программа начала обзаводиться всевозможными обновлениями, работа программы улучшалась. Вот. На сегодняшний день я уже вполне спокойно мог работать в некоторых видеоиграх, управлять меню, взаимодействовать, настраивать что-то. И, собственно, наблюдая с самого начала за данной программой, я вижу, насколько большие шаги вперед совершила команда Mars Vision. И, конечно же, я надеюсь, да и не только я, а, наверное, все комьюнити незрячих геймеров
по крайней мере, те, кто так уже слегка в курсе происходящего, мы все, конечно же, надеемся, что в итоге мы получим отличнейший продукт, который а, заставит нас почувствовать себя во всех смыслах полноценными игроками, практически зрячими игроками в индустрии видеоигр, и мы не будем зависеть от помощи э, зрячего помощника, который будет подсказывать нам, куда бежать, куда нажать периодически и тому подобное. Хочется верить, что рано или поздно в данной программе будут реализованы все те планы, о которых мне рассказывал Алексей из команды разработчиков, и мы продолжим сотрудничать и совершенствовать этот замечательный продукт. Хочется от лица всего, наверное, незрячего комьюнити игроков поблагодарить команду за то, что они для нас делают и будут делать в дальнейшем.